Приветствую вас, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас итоговый выпуск, и я подготовил для вас топ-20 лучших фильмов 2017 года. И да, как всегда я утверждаю, что это самый правдивый топ, ведь он составлен из мнения людей со всего мира. Так что смотрите до конца, и вы узнаете, какой же фильм мир посчитал лучшим в 2017 году. Ну а перед тем как начать, скажу, что я уж не стал разбавлять топ никому неизвестными фильмами или фильмами для узкой аудитории, так что борьба развернется между настоящими гигантами киноиндустрии. Поехали! Выборов 20 место у планеты обезьян наш топ неожиданно открывает фильм «Окча». Это удивительная история о том, как корпорация Миранда создала необычных поросят и раздала их фермам по всему миру. Одна из таких хрюшек, Окча, стала лучшим другом девочки по имени Миджи. Но в один ужасный день та самая корпорация забрала свою собственность. Конечно же, храбрая девочка не бросит друга в беде. Она отправляется спасать Окчу, однако мир оказывается намного безумнее, чем она могла себе представить. Наши суперсвиньи будут не просто крупными и красивыми, они смогут положительно влиять на экологию, требовать меньше корма и производить меньше отходов. И самое главное, они будут охуительны на вкус. Необычайно добрая, трогательная и просто душевная лента «Собачья жизнь» занимает 19 место нашего топа. Фильм расскажет историю собаки, которая проживает множество жизней, меняя при этом свою породу и хозяев. Но несмотря на то, что каждая из этих новых жизней уникальна и неповторима, как и всегда, целью каждой из них становится любовь к своим хозяевам. Любите братьев наших меньших, дорогие друзья. А вот, кстати, и я. Позже я побывал овчаркой, а потом вернулся совсем крохой. Столько жизни, а всего одна собачья душа. Но я забегаю вперед. Давайте начнем сначала. Становится жарко, и следующим фильмом с чисто мужской энергетикой, без соплей и сантиментов, либо ты, либо тебя. «Выстрел в пустоту» — это фильм о том, как роковая случайность, секундная невнимательность и жизнь главного героя летит под откос. Оказавшись за решеткой, он должен научиться жить по новым законам. Стать борцом, научиться сражаться или оказаться жертвой, выбор за ним. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом аду, и есть ли из него дорога назад? Зачем ты участвовал в мятеже? Есть правила тюрьмы, а есть правила банды. Банда — это святое. Кинокритики выхваляли, зрители шли в кинотеатры, а сам фильм стал одним из самых нашумевших фильмов 2017 года. Чудо-женщина, принцесса амазонок, обученная быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. Там она обнаружит всю полноту своей силы и свое истинное предназначение. Будь осторожна в мире людей, Диана. Они тебя не заслуживают. Невероятно красивый, глубокий и поучительный фильм «Голос монстра» расскажет о поражающей воображение истории о мальчике Коноре и монстре из его снов. Когда Конору особенно тяжело, происходит нечто невероятное. Старое тисовое дерево за окном оживает и превращается в громадное чудовище. По ночам монстр рассказывает Конору истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться. Он призвал монстра. Куда же без фильмов в студии Marvel? На этот раз Человека-паука, находящегося уже в киновселенной Marvel, несомненно ждал успех. После исторической встречи с командой Мстителей, Питер Паркер возвращается домой к обычной жизни. Однако стремление к подвигам уже не оставляет героя в покое. Да вот только новый наставник в лице Тони Старка никак не спешит обращаться к нему за помощью. Так что, когда появляется новый злодей Стервятник, Питер без сомнений готов броситься в бой. Главное, не делай глупостей. Я смогу. Договорились? Да. Как можно сыграть человека, душа которого умерла и осталось только тело? Кэсси Аффлеку это удалось. 2 Оскара, лучшая мужская роль и невероятно тяжелый фильм «Манчестер у моря» расскажет о необщительном и погруженном в себя главном герое по имени Ли. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок, однако неожиданно узнает, что в завещании брат указал его опекуном 16-летнего племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли пытается найти смысл дальнейшего существования. Я запасной вариант, Ли.
Все понимают, что вам приходится нелегко. Если считаете, что не справитесь, это ваше право. Динамичный, заряжающий энергией, все в музыкальном сопровождении, прям некий сборник видеоклипов. Все это о ленте «Малыш на драйве». В фильме речь пойдет о молодом парне по прозвищу Малыш, который обожает стильную музыку и быструю езду. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры. Однако сделать это оказывается не так уж и просто. Я водитель. А, ты личный шофер? Знаменитости возишь? Вообще-то нет. А как тебя зовут? Малыш. Несомненно, одна из лучших картин в жанре драма 2017 года, «Одаренная», расскажет о Фрэнке Адлере, который живет в прибрежном городке во Флориде и воспитывает в одиночку свою необычайно одаренную племянницу Мэри. Но планы парня о спокойной школьной жизни для девочки рушатся, когда о математических способностях ребенка узнает грозная мать Фрэнка Эвелин. У бабушки свои представления о будущем внучке, и ради этого она готова даже разлучить Мэри и Фрэнка. Вы забыли про отрицательное значение показателя степени. Мэри, почему ты сразу не сказала? Фрэнк запрещает мне поправлять старших. Никто не любит умников. Сказать, что ажиотаж вокруг ремейка «Оно» был велик, не сказать ничего. Так что ничуть не странно, что фильм стал самым кассовым фильмом ужасов в истории с цифрой почти $700 миллионов. Напомню, что в ленте речь идет о городке Дерри, в котором начинают пропадать дети. Несколько ребят сталкиваются со своими величайшими страхами и вынуждены померяться силами со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят вглубь веков. Билл, если пойдешь со мной, тебя тоже унесет. Джорджи. Тебя тоже унесет, тебя тоже унесет, тебя тоже унесет, тебя тоже унесет! Всего 2 фильма в этом году смогли меня по-настоящему удивить. Один из них как раз «Ветреная река». Игра актеров, атмосфера, пейзажи, диалоги, а эти необычные саундтреки, несомненно, один из лучших фильмов 2017 года. В ленте речь пойдет об индийской резервации, где егерь Кори находит тело пропавшей молодой девушки. Впоследствии он берется помочь в расследовании этого дела агенту ФБР Джейн Беннер. В этой глуши помощи им ждать не от кого, и рассчитывать они могут только на себя. Смотри, будь начеку. Это место. Сколько оно забрало у нас? Сколько забрало у тебя? Мне просто повезло. Удача удел городов. Убери руки с оружием! Марвел всегда на уровне, или тот случай, когда сиквел не уступает оригиналу. Яркий, легкий, все такой же смешной и не менее динамичный. Фильм «Стражи Галактики 2» продолжает рассказывать о приключениях команды смельчаков, которые не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в различные неприятности. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей галактике. Кто же на самом деле отец Питера Квилла? Повтори, что я сказал? Я есть Грут. Нет! Это кнопка, которая всех нас убьет. Давай еще раз. Я есть Грут. Я есть Грут. Ага. Я есть Грут. Нет! У гениальности нет расы, у силы нет пола, у мужества нет границ. 3 номинации на Оскар и лучшая историко-биографическая драма 2017 года «Скрытые фигуры». Фильм расскажет о группе талантливых математиков-афроамериканок, проводящих для НАСА математические вычисления. Однако в стране все еще царят предрассудки и расовая дискриминация. Но несмотря на все трудности и вопиющую несправедливость, женщины продолжают полностью отдаваться работе на благо своей страны. У русских есть спутник-шпион. Что он снимает, мы понятия не имеем. Что это за космическая программа, которая до космоса не добралась? Снова Кристофер Нолан и снова Ханс Циммер, но шедевр ли Дюнкерк? Фильм расскажет историю чудесного спасения более 300 тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушке на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой задачей, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее. Здесь 400 тысяч человек.
Без сомнений, Логан – это достойное завершение серии фильмов о Росомахе. События же ленты разворачиваются в недалеком будущем, где на Земле практически не осталось мутантов. Старый и больной профессор Икс вынужден скрываться, а Логан заботится о нем, хоть и сам уже давно не молод. Однако встреча с девочкой Лорой вносит большие коррективы в их жизнь, ведь Лора является мутантом, у которой очень много общего с Логаном, и за ней уже идет настоящая охота. Нет. 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 Охренеть. Основанная на реальных событиях, имеющая 6 номинаций на Оскар биографическая драма «Лев», несомненно, заслуживает вашего просмотра. Это реальная история индийского мальчика по имени Сару, который еще 5-летним потерялся на железнодорожном вокзале и случайно уехал в неизвестном направлении. Ему многое пришлось пройти, прежде чем он попадает в приют, где его усыновляет австралийская семья. Однако 25 лет спустя он все же решается попытаться найти свою настоящую семью. Что случилось? Я потерялся. Я должен найти дорогу домой. Лучший фильм Marvel 2017 года, много юмора и бронза нашего рейтинга – все это Тор Рагнарёк. Вернувшись в Асгард, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи привели к приближению наиболее страшного события Рагнарёка, последствием которого станет уничтожение Асгарда. В попытке предотвратить это Тору предстоит прибегнуть к помощи своего товарища из Мстителей, Халка. Вместе они столкнутся лицом к лицу со злейшим врагом всех 9 миров, огненным демоном Суртуром. Мы с тобой подрались недавно. Я победил? Не, я легко тебя одолел. Быть того не может. Ну, я ж врать не стану. Как я и говорил, всего 2 фильма в 2017 году смогли меня по-настоящему удивить, и La La Land второй из них. 22 награды, 6 Оскаров и 7 премий «Золотой глобус». Кто бы что ни говорил, но Land – чистейший шедевр. Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Их отношения кажутся крепкими, однако когда к обоим приходит популярность, все начинает меняться. Что, если я не потяну? Ты справишься. А вдруг нет? Это просто фантазия. Так и есть. Тут и конфликт, и компромисс. Это очень-очень увлекательно. Золото нашего рейтинга и звание лучшего фильма 2017 года получает лента «Бегущий по лезвию» 2049. Невероятно атмосферный, завораживающий фильм с необычайно интересной картинкой и звуком. Лента повествует о недалеком будущем, где мир населен людьми и репликантами. Работа офицера полиции Кея – держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения, пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Любая цивилизация строится на дешевой рабской силе. И я могу дать жизнь этой силе. С днем рождения. Ну что ж, надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь интересными мыслями в комментариях. Мир вам и всего доброго!